наш готов экипаж, он набрал высоту. Приветствую вас на канале Календарию, я Аня Лапа, и сегодня мы продолжаем наш цикл «Жизнь после шоу Маска». Предыдущее видео о победителе второго сезона Джонни можно посмотреть вот под этой подсказочке. А сегодня мы будем разговаривать об Анатолии Цое. Это победитель первого сезона, и он был в костюме льва. Для меня до сих пор Анатолий остается эталоном исполнения каких-либо песен шоу Маска. Лучше, чем он, по репертуару, мне кажется, не выступал никто за оба сезона. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но может быть этот эффект первого сезона так сказывается, но на тот момент и до сих пор для меня он остается наишикарнейшим исполнителем, лучшим из чего мы только слышали. Я думаю, что вы зашли на это видео с мыслями о том, что в творческой жизни Анатолия Цоя сейчас ничего не происходит, и что он пропал, затих, затух, ну и много вот подобного я читала, слышала. Все связано с тем, что, к сожалению, сейчас у нас на эстраде как-то меняются тенденции, и очень тяжело становится пробиваться людям безумно талантливым, которые поют красивые песни о любви. Сейчас нужно что-то другое людям, к сожалению. Тем не менее, я вам хочу сказать, что у Анатолия достаточно насыщенная творческая жизнь. Он реально принял участие в огромном количестве проектов, сегодня вам это расскажу, уже выпустил несколько песен, несколько клипов. Последний его клип за неделю собрал больше 1 миллиона просмотров, подробнее тоже на этом остановлюсь, поэтому все фанаты и не фанаты тоже, просто поклонники Анатолия Цоя, не расстраиваемся. За этот год, даже уже 1,5 года, в жизни Анатолия произошло очень много изменений, и предлагаю начать. Напомню, что первый сезон шоу Маска закончился немножечко раньше, чем второй, то есть уже в апреле шоу закончилось. Связано это ли с коронавирусом, либо просто изначально... Ну да, там было меньше, кстати, количество масок, поэтому, наверное, с этим. И в целом 27 апреля 2020 года выпускают свою песню «Позови меня с собой». Та самая песня, которая стала просто хитом. Естественно, это песня Аллы Пугачевой, он ее перепел, я думаю, вы все об этом знаете. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. И он выпускает эту песню в своей записи, и она стреляет просто невероятно, и заявляет Анатолий Цой о себе как о сольном исполнителе. Напомню, кто не знает, он пел в группе M-Band какое-то время, и в апреле, после окончания шоу Маска, он заявляет, что теперь Цой — это Цой, и он один, он сольный артист, то, к чему он так долго шел. Кстати, я говорила, что Джонни, например, победитель второго сезона, не так сильно нуждался в шоу Маска, потому что его творческая карьера и так замечательно складывалась. А вот Анатолию Цою, на мой взгляд, очень сильно Маска помогла, потому что сейчас я буду перечислять, где он принял участие после шоу Маска. Это просто огромное количество программ, передач, куда его приглашали, где он мог заявить о себе, и именно потому, что он победитель шоу Маска. Об этом много говорили о рейтингах этой программы, и это дало ему огромный толчок. После выхода песни «Позови меня с собой» на ютубе выходит видео, где он рассказывает о своей победе шоу Маска и о том, что он собирается начать сольную карьеру. Все ссылки на те видео, на те выступления, о которых я сегодня буду говорить, по традиции в описании под видео. Я надеюсь, они все туда войдут, потому что их действительно очень много. Я, конечно, в видео вставлю какие-то нарезочки, которые, возможно, чтобы видео не заблокировали. Полностью все можно посмотреть в описании под видео, обязательно туда заглядывайте. Хочется сказать, друзья, что нужно мечтать всегда, и тогда ваши мечты будут сбываться. Вообще, у мечты есть такое свойство — забываться.
Опять же, в апреле прошлого года живой концерт ВКонтакте дает в прямом эфире Цой, собственно, ссылка в описании, он там поет вживую и также отвечает на вопрос. 4 мая его приглашают на интервью на НТВ в программе «Центральное телевидение». Кстати, хочу обратить ваше внимание, он так плотненько на НТВ закрепился, его много в дальнейшем тоже приглашали, тоже, в принципе, хорошо. Я думаю, ничего плохого в канале НТВ нет, сейчас там очень много разных интересных шоу, которые и грядут, и которые уже прошли, поэтому для становления карьеры это тоже очень здорово. Мне прямо уже хотелось сказать, да вот он, да, это я, потому что очень тяжело врать, глядя в глаза этим замечательным людям. 8 мая его приглашают на Русское радио в шоу «Все к лучшему» к Юлии Барановской. И, конечно же, опять спрашивают про маску пока еще по горячим следам, так сказать. Всем Здравствуйте! Привет. Всем привет-привет! Ну, во-первых, ты победитель нашумевшего шоу «Маска», с чем мы тебя поздравляем. Мы ждали тебя в костюме льва. То шоу, которое спасло всех просто на самоизоляции. Просто люди прильнули к экрану. У вас какой-то бешеный рейтинг совершенно был. 26 мая он принимает участие в Coming Out. Это шоу. Наверное, все о нем слышали. Всем рекомендую посмотреть. В комментариях пишут, что это лучшее шоу за всю историю этой программы. И действительно, гости очень интересны. Собственно, Анатолий Цой и Анита Цой. Просто привет, ребята! Как это быстро передается! Ты понял, как мы видим? Вся жизнь, как, сука, пиратка, понимаешь? Вот так, понимаешь? Дальше, напомню, все еще идет такой карантин в том году плотненький, поэтому прямые эфиры многие известные издания, журналы создают в Инстаграм, и пригласили Анатолия в прямой эфир Woman.ru и Cosmopolitan. Скажу честно, мне не удалось их посмотреть, но как факт, то, что Анатолия стали приглашать в разные шоу, в разные прямые эфиры, это, знаете, кому-то может показаться, что прямой эфир в Инстаграме это ничего важного. На самом деле собирает огромное количество зрителей, задают вопросы зрителей и могут узнать что-то интересное. И я частенько тоже наблюдаю, когда есть возможность, смотрю, например, прямые эфиры у Кирилла Туриченко. Очень интересно, он всегда около часа отвечает на вопросы, продолжает отвечать про маску, например. Поэтому, в принципе, всем, кстати, рекомендую посмотреть и других артистов, кто вас интересует. Часто их и в записи сохраняют, поэтому все это можно найти, если интересно. Вот доходим до новой премьеры. 29 мая прошлого года у Анатолия премьера песни «Не спится». Вспомню тебя, но все повторится, но мне изменится. Я вспомню тебя, опять мне не спится, мне снова не спится. В июне тоже была насыщенная жизнь у Анатолия. Он делился своими детскими воспоминаниями на Яндекс.Музыка, на сервисе Яндекс.Музыка. Также там же делился своими подкастами, которые он слушает. Был ведущим музыкального чарта «Русский топ» на телеканале «Жара». Про него, про новости сняли выпуск на Муз-ТВ, тоже что-то там с летом связано, как он проводит лето, как он живет. А также дал интервью для InStyle. Включай жару и смотри «Русский топ». Всем салют, с вами Цой. Тебя ждут громкие хиты, лучшие клипы. Ух ты, ничего себе. Смотри. Продолжаем ездить по звездным дачам. На этот раз мы в гостях у Анатолия Цоя. Экс-участник группы M-Band рассказал, что созрел для большой семьи. 28 июня вышел выпуск на YouTube «Бар в большом городе». если кто не знает, это шоу Ирины Чесноковой, бывшей участницы команды КВН. Давайте на раздевание в дурака. Макс, Подожди, что за игра? Почему там раздеваются? Я и говорю, что эта игра плохо для меня закончилась. К ней в гости в бар приходят известные личности и там рассказывают какие-то истории. Суть в том, что что-то там вытягивают, какие-то бумажечки из импровизированной там корзинки, и как-то так разыгрывается, что все рассказывают истории. Это интересно, если вам интересен человек, который принимает в этом участие, я думаю. Я несколько выпусков смотрела, и с Анатолием тоже рекомендую посмотреть, потому что у Анатолия очень интересная реакция на алкоголь, он не пьет. В
принципе, по жизни, как он говорит, но когда вот приходится в таких вот мероприятиях поучаствовать, очень интересно наблюдать, как это все на него действует, поэтому тоже рекомендую, ссылка в описании. 6 июля Анатолий дает эксклюзивное интервью и лайв-концерт в эфире радио «Страна FM». Продолжаю вам рассказывать, что все-таки продолжает приглашать его. У него уже есть свои сольные песни. «Таблетка», которая вышла еще до окончания шоу «Маска». Собственно, «Позови меня с собой» его просят спеть. «Не спится» вот новая премьера. Тем же летом Анатолий присоединился к футбольной команде Star Mix. Это футбольный клуб звезд шоу-бизнеса. В России существует чемпионат по футболу звезд шоу-бизнеса, артистов, которые играют между собой, объединившись в команды. И арт-футбол этот чемпионат называется. И Анатолий присоединился к команде Star Mix. Впервые эта команда участвовала в чемпионате в этом. И они сразу же с первого раза победили и заняли первое место. Все хорошо, и мне уже не больно. Довольно, довольно, довольно. И в моей жизни без тебя спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Салют всем, друзья, я Цой, и теперь я в команде Star Mix. Следи, болей, переживай, скоро будет круто. 24 июля прошлого года у Анатолия премьера трека «Вернуть». И сразу же его с этим треком приглашают на Крокус. В Крокус выпускной 2020 года он исполняет эту песню, а чуть позже участвует в московском выпускном, также 2020 года, с своей прошлой песней «Не спится». Вернуть все то, где есть ты и где есть я. В следующем месяце его приглашают в шоу «Вечерний лайк». Он там исполняет свою песню. Как будто в висок попала пуля и вышибла насквозь. Но мир так жесток. Также в конце августа выходит трек «Одеяльная» и клип на этот трек. То есть, из чего можно сделать вывод, что довольно-таки много композиций уже у Анатолия сольных. И чуть позже даже скажу, сколько точно. На тебе моя футболка, на мне твои духи. В разговорах нету толку, давай просто помолчим. Затем происходит некая пауза. И я думаю, что она связана с тем, что Анатолий готовит выход альбома. В октябре у него выходит интервью для Muse Cube, и там я вычитала, что он планировал уже давно свой альбом. Около 13 лет он писал свои сольные песни и очень долго выбирал, какие же пустить в альбом. Сначала хотел 20, потом остановились они на 17, но в итоге, насколько я знаю, в его альбоме 13 композиций, если не ошибаюсь, включая «Позови меня с собой», включая дуэт с Алисой Мон «Алмаз» и какие-то уже вышедшие песни. Вот долгий был отбор и, видимо, запись, поэтому небольшой простой в каких-то съемках у Анатолия случился, но вот уже в октябре выходит трек «Она попала», и несколько месяцев спустя выходит клип на эту песню. Давай не играть на публику, у нас и так все сложится. Я запускаю рубрику, где ты больше не тревожишься. Уже в этом году, весной этого года, в марте выходит трек «На ощупь». Мне кажется, это лучшая работа пока Анатолия из всего, что я слышала. Мне очень нравится. Всем рекомендую посмотреть, послушать. Ты должна понять, что я не могу вынести и дня, лишь чтоб больше фу. Милая моя, эта песня про тебя. И чуть позже, уже, кстати, когда закончился второй сезон «Маски», в середине мая выходит наконец-то альбом Анатолия. Он также называется «На ощупь», как и одноименная песня. Тоже вам всем рекомендую послушать. Ссылка в описании, еще раз напоминаю. Также за последнее время из каких-то шоу Анатолий принял участие в шоу Boys and Girls на пятнице и в шоу Cover Life. Это шоу Настасьи Самбурской на ее канале. И он исполнил песню вместе с Настасьей «Ты горишь как огонь» Славы Мерлоу. И тоже интересно, кстати, получилось.
Поэтому, опять же, рекомендую всем посмотреть, послушать. А ты мне нравишься, а ты краснеешь, когда злишься. Еще позлись, пожалуйста. Ты такая же симпатичней. Ты горишь, как огонь, у меня огонь. 15 июня 2021 года премьера трека «В голове», и чуть позже клип буквально недавно вышел. И вот этот самый клип на песню «В голове» уже набрал более 1 миллиона просмотров за неделю буквально. И больше всего рекомендую посмотреть именно этот клип, потому что он нереально классный. Он как небольшая юмористическая история, в ней приняли участие огромное количество человек, и в главной роли, собственно, Анатолий, конечно же, и Анна Хилькевич. Очень интересная история, очень смешная, и Анатолий там, ну, безусловно, поет, но и так еще замечательно играет. Мне кажется, в скором времени мы в актерской карьере где-то Анатолия увидим обязательно. Всем салам алейкум, курьер Талбек на связи. Я теперь работаю в большой стране Россия, Москва. Вот еду на свой первый заказ. Здесь еду люди не... И буквально на днях, 25 июня, выходит трек с Григорием Лепсом. Да, Анатолий Цой и Григорий Лепс записали трек под названием «Феникс». Наша любовь никуда не денется, сгорит из пепла, восстанет фениксом. А также Анатолия пригласили на фестиваль «Жара», который в этом году проходит без зрителей, но скоро, я думаю, в конце лета или, может быть, осенью, ну, как там решат, мы увидим этот фестиваль в записи. Я так понимаю, в этом году не разрешили именно собирать людей, несмотря на продажу билетов и все такое. Ну, собственно, нужно немножко подождать. И Анатолий принял участие в фестивале «Жара», и он исполнил песню «Выпьем за любовь» Игоря Николаева и сделал нереально крутой кавер. Мне кажется, этот кавер может сравниться по исполнению и по стилю вот с песней «Позови меня с собой». Все, что смогла пока нарыть, вам сейчас хочу показать. Пусть прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Из предстоящего 8 июля у Анатолия выходит трек «Bon Voyage», и мне кажется, этот трек такая некая дань моде современной. Если у Анатолия в этом ключе все получится, я буду только рада. Но мне немножко было странно слушать сниппет этого трека, потому что мне кажется, что это немного не его стиль, но, видимо, Анатолий ищет себя и хочет, ну, как-то разнообразить, может, свои песни, свое творчество. В этом тоже нет ничего плохого. Я с удовольствием послушаю этот трек, когда он выйдет полностью, а именно 8 июля. Наш готов экипаж, он набрал высоту, мы с тобой на борту. А также на НТВ, я думаю, кстати, вы все уже знаете, осенью выйдет шоу «Фактор страха», в котором приняли участие огромное количество человек. Я не знаю, наверное, все, на кого подписаны в Инстаграме, там побывали. Мне уже даже интересно посмотреть, что это такое будет за шоу. И Анатолий Цой, конечно же, тоже там принял участие. Съемки уже закончились, съемки длились целый месяц в каких-то невероятных местах. Что там с ними делали, я пока не знаю. Но обязательно осенью на НТВ посмотрю. И если хотите, кстати, дайте мне обратную связь. Посмотрим вместе с вами, сделаем какой-нибудь обзор. Если интересно, кто ждет, вот скажите, кто ждет «Фактор страха» на НТВ, который выйдет этой осенью, дайте мне знать, помашите ручкой и дайте знать, интересно было бы вам вместе со мной обсуждать это шоу. Где только не был замечен Анатолий, и на YouTube во всех шоу, и на радио, и несколько треков, и несколько клипов, это все за последние 1,5 года. И на всех выпускных, на концертах его везде приглашают, то есть он сейчас довольно успешный сольный артист. Разница с Джонни, например, на мой взгляд, лишь в том, что у них разный репертуар. У Джонни репертуар более современный, более молодежный, и он немножко в эту стезю ушел, хотя вокальные данные у Джонни позволяют ему петь и другие песни тоже, но
Каждый делает свой выбор. Оба победителя и первого, и второго сезона, на мой взгляд, довольно успешные, довольно интересные артисты. Еще раз напоминаю, видео про Джонни можно вот по подсказке посмотреть. Спасибо за внимание. Обязательно напишите мне, что еще знаете об Анатолии, чем еще он успел отметиться, хотя я старалась найти буквально все, где он принимал участие. Спасибо за подписку, за лайки, за ваши комментарии. Мне очень приятно. Я буду продолжать эту рубрику. Еще много у нас интересных персонажей, которые принимали участие в «Маске». Очень много интересного мне, что есть с вами рассказать и чем поделиться. Спасибо за внимание. Это была Аня Лапа и мой канал Календариум. Пока-пока. Наш готов экипаж, он не брал высоту.